Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, и в этом видео я расскажу о тех книгах, которые буду читать на протяжении всей осени, и их все объединяет тема «Темная академия». Вообще осень всегда ассоциируется у меня с началом нового учебного года. Это запах краски в школе после ремонта, покупка новой школьной формы, учебников, канцелярии, в общем, все с этим связано. Почему я выбрала тему «Темная академия» и что такое, собственно, «Темная академия»? «Темная академия» — это целое движение или субкультура, которая сейчас очень популярна, и основывается она на эстетике частных, закрытых, привилегированных школах, интернатах или пансионах, или высших учебных заведениях, таких как Оксфорд, Кембридж в Англии или университеты Лиги Плюща в Америке, Йель, Гарвард, Принстон и так далее. И эта эстетика воспевает, скажем так, старинные университетские здания, кампусы, студенческую жизнь, библиотеки с древними фолиантами в кожаных переплетах. Студенты объединяются в группы, где они изучают историю, античную литературу, философию, древние языки, такие как древнегреческий и латынь. Это что касается академии. Почему же она темная? Зачастую на территории этих школ и университетов происходит нечто странное. Студенты изучают магию, проводят запрещенные магические ритуалы, и чаще всего там происходит убийство. Собственно, поэтому это движение называется «Темная академия». Если вы зайдете на Pinterest, вы найдете кучу всего, что касается «Темной академии», начиная с книг, которые не только по сюжету подходят для темы «Темной академии», там описываются школы, интернаты и так далее, но и которые вдохновленные темой «Темной академии», например, чаще всего упоминаются в подборках книги, такие как «Франкенштейн», «Дракула», «Портрет Дориана Грея», в общем, с такой мрачной, темной атмосферой. Это что касается книг, также есть фильмы, музыка и заканчивая образами, одеждой, декором интерьера и образом жизни. В общем, куча всего. Я составила подборку из 10 книг, и первая книга, которая чаще всего будет упоминаться, если вы будете искать что-то касаемо «Темной академии», это «Тайная история» Донны Тарт, конечно же. Эта книга считается основоположником этого движения. Именно с нее началось все это увлечение эстетикой закрытых школ и университетов. Я уже прочитала эту книгу, и по сюжету в ней рассказывается о группе из 6 студентов. Изначально было 5, и к ним присоединился новенький Ричард Пейпен. Собственно, от его лица и ведется повествование. И эта группа из 6 студентов изучает древнегреческий и античную литературу, философию и является элитой, скажем так, в университете. Все, за исключением Ричарда, богаты, происходят из привилегированных семей, и они увлекаются под руководством своего преподавателя Джулиана, который тоже является таким эстетом и интеллектуалом. Они увлекаются изучением древних ритуалов. И один из таких вечеров приводит к случайному убийству. И, собственно, заворачивается клубок событий, и к чему это приводит? В общем, приводит к трагедии. И эта книга является таким пересказом Ричарда
Пейпана и его воспоминаниями о своей студенческой жизни. И второй книгой является «Некоторые вопросы теории катастроф» Мариши Пессел. Я уже рассказывала об этой книге. Я говорила, что я ее бросила. Это был мой недочитыш. На середине или на четверти я, по-моему, ее забросила. Но я решила дать ей второй шанс. Здесь у нас нет привилегированных школ. Здесь обычная американская школа. И в центре повествования Син Ван Мейер. Она старшеклассница, очень умная, очень интеллектуально развитая девочка. Она путешествует вместе со своим отцом, колесит по всей Америке, нигде долго не задерживается, у нее нет друзей, по причине работы ее отца. Он преподаватель международных отношений и политологии, он преподает в разных университетах, и в связи с этим Синь вынуждена колесить вместе с ним по всей Америке. И Синь, они вместе с отцом приезжают в очередной городок, и там она знакомится с Ханной. Это преподавательница в ее школе, она преподает киноискусство, киноведение. И Ханна собирает некоторую группу из учеников, которые совершенно разные, друг на друга не похожи, и приглашает их на обед каждую неделю к себе домой. И Синь становится членом этого закрытого кружка. Ханна очень странная, очень такая не похожая на других, немножко окутана таким ореолом таинственности, и, собственно, этим она и привлекает Синь. И к чему приводит эта странность в поведении Ханны? Почему ее жизнь окутана таким таинственным флером, мы узнаем после прочтения этой книги. Я где-то сейчас на половине, и когда я упоминала в прошлый раз эту книгу, я говорила, что меня жутко бесила Синь, но в этот раз я отношусь к ней уже более спокойно. Она меня не так раздражает, как в прошлый раз, что неплохо и совершенно не мешает мне ее поведение и никак не влияет на впечатление от книги. Так, и здесь я составила список, я буду сюда подглядывать. Третья книга «Девятый дом» Ли Бардуга. В свое время эта книга произвела фурор. Она была в горячих новинках и где только не упоминалась. Здесь по сюжету Алекс Стерн попадает в Йель по приглашению, хотя она абсолютно не соответствует и не тянет на ученицу элитного Йеля, потому что она толком не закончила среднюю школу, увлекалась наркотиками, тусила в какой-то непонятной компании, но вот по какому-то удивительному стечению обстоятельств она оказывается в Йеле. Почему? Что же в ней такого особенного, мы узнаем, когда прочтем эту книгу. Я ее уже начала. Признаюсь, сюжет абсолютно не мой, но мне пока все нравится. Здесь будут замешаны тайны общества внутри Йеля, магия, призраки и все с этим связано. Ну, сюжет пока мне очень нравится. Четвертая книга «Если бы мы были злодеями». Здесь у нас в центре сюжета группа из 7 студентов-шекспироведов. Они изучают Шекспира и его пьесы. И вот в выпускном году на спектакле происходит нечто ужасное. Оливер, наш главный герой, я так понимаю, он был одним из 7 этих студентов, отсидел в тюрьме, вышел, и это, насколько я понимаю, будут его воспоминания о том, что же на самом деле произошло на том спектакле.
5-я книга «Фурии» Кэти Лоуэ. Эта книга рассказывает нам о девочке Вайлет, которая поступает в школу закрытую Элм Хэллоу, и она попадает опять-таки в закрытый кружок девочек, которыми руководит такая таинственная Аннабель, по-моему, ее зовут, преподавательницу истории искусств. Но на самом деле, кроме истории искусств, девочки изучают историю школы, и основательницей которой была женщина, которую сожгли на костре за колдовство. Здесь нам обещают древние ритуалы, магию, в общем, все в духе Темной Академии. Ну, посмотрим. 6-я книга «Сепаратный мир» Джона Ноулса. Я узнала об этой книге очень давно, когда прочитала роман Стивена Чбоски «Хорошо быть тихоней». Это была одной из книг, которую читал главный герой. Я еще ее тогда с тех пор приметила. Здесь у нас по сюжету закрытая школа для мальчиков, Вторая мировая война и некое такое противостояние между двумя друзьями. Ну, мне кажется, довольно интересно. 7-я книга «Пикник у висячей скалы», которую я упорно продолжаю называть висящей почему-то. Здесь у нас Австралия, 1900 год, и в центре сюжета у нас закрытая школа для девочек, Apple Yard, День Святого Валентина. Они идут на пикник у висячей скалы, и к вечеру обнаруживается, что 3 ученицы и преподавательница пропали без вести. Что там произошло, как они пропали, мы узнаем после прочтения этой книги. Ну, мне кажется, сюжет довольно-таки интересный, и будет интересно разбираться, что к чему. 8-я книга «Признание» или «Confessions» Каная Минато. Эта книга немного отличается от предыдущих. Здесь нет частных закрытых привилегированных школ или университетов элитных. Это обычная школа, и это Япония. Йоко Маригути, преподавательница средних классов в школе, и она мать-одиночка, она пытается оправиться от смерти 4-летней дочери. Полиция считает, что это был несчастный случай, девочка утонула в бассейне, но Йоко считает иначе. Она подозревает, что ее дочку убили ученики ее собственного класса, и она начинает им мстить. Я начинала смотреть фильм одноименный 2010 года, но не досмотрела до конца. Я знаю завязку, но не знаю, чем же там все закончилось. Поэтому я думаю, я прочту книгу, потом пересмотрю фильм. И это будет интересно, потому что я не знаю детали сюжета. И на русском я эту книгу не нашла, поэтому буду читать на английском. 9-я книга «Кэтрин Хаус». Это Кэтрин Хаус, название закрытой, привилегированной, элитной школы, опять-таки, которые обещают своим выпускникам светлое будущее. Оттуда выпускаются люди, которые в будущем становятся известными писателями, художниками, президентами даже. Но взамен на это светлое будущее ученики обязаны абстрагироваться от внешнего мира. Они отрезаны от семьи, от друзей. Им не разрешается пользоваться связью, телефонами и так далее. И эта школа находится в лесу. И туда попадает Инесс, девочка с, опять-таки, очень сложным прошлым, схожая с Алекс Стерн из «9-го дома» Ли Бардуга. И она подружилась с девочкой по имени Бэйби. Она ее соседка по комнате.
И когда Бэйби вдруг умирает, с ней происходит что-то ужасное, и она погибает, и Инесс начинает подозревать школу и причастность каких-то тайных сообществ, закрытых в этой школе. И она начинает распутывать клубок событий. Ну, думаю, очень интересный сюжет. И 10-я книга These Violent Delights, опять-таки на английском. Можно перевести это как «эти бурные чувства». Здесь у нас в центре сюжета опять-таки схожая с «Сепаратным миром» линия. У нас здесь двое друзей. Пол тихий, застенчивый, неуверенный в себе, и Джулиан, такой очаровательный, который в жизни не видел ничего плохого. И у них здесь дружба, которая токсичная, как я понимаю. И Джулиан очень жестокий, несмотря на все свое очарование. И что-то вот с этим связано, с токсичной привязанностью одного к другому и разрушающей дружбой. И все действие происходит в университете в Питтсбурге. Вот такими получились книги, которые я выбрала, но я также не могу не упомянуть еще о 3 книгах, 2 из которых я уже читала. И первая книга — это роман Эдварда Моргана Форестера «Моррис». Я очень люблю одноименный фильм Джеймса Айвори. Здесь у нас по сюжету поздневикторианская Англия, доживающая свой век аристократия, начало 20 века, и Моррис Холл, молодой человек, поступает в Кембридж на учебу, где влюбляется в своего друга и однокашника Клайва Даррема. Клайв поначалу отвечает взаимностью на чувства Морриса, но он происходит из аристократической семьи, и, боясь осуждения со стороны семьи и общества, собственно, в то время английское общество никак не принимало, естественно, гомосексуальную связь, а вообще сажало в тюрьму английское правительство за такие отношения. И Клайв, боясь осуждения, отталкивает Морриса. Как Моррис это переживает, как он прячет свою настоящую натуру от общества и от семьи, как он встречает свою новую любовь, как отваживается на эти отношения. В общем, об этом рассказывает роман. Я давно его читала, кстати, стоит перечитать и в очередной раз пересмотреть фильм. Вторая книга — это «Джентльмены и игроки» Джоан Харрис. Здесь у нас по сюжету закрытая школа для мальчиков Сент-Освальд, в которой происходят странные вещи, как будто над ней навис злой рок. В чем причина этих странных происшествий, что на самом деле произошло? Там на самом деле очень много чего накручено. Я давно читала эту книгу, но могу сказать, что в этой школе все не так, как кажется, и преподаватели, и ученики открываются с новой стороны. Больше я вам ничего не могу сказать, потому что это будет спойлером. И третья книга — это роман Шейлы Коллер «Трещины». На русский язык перевода нет. В электронном варианте я эту книгу найти не смогла. Она есть только на Амазоне в бумажном варианте, но заказывать ее с Амазона, не знаю, понравится она мне или нет, мне не хотелось. Поэтому прочитать ее я, к сожалению, не смогу. Но существует фильм 2009 года с совершенно потрясающей, богической, совершенно прекрасной моей любимой Евой Грин. Я очень ее люблю, а в этом фильме она совершенно потрясающая. Итак, у нас здесь в центре сюжета Англия, закрытая школа для девочек.
И Ева Грин, собственно, играет мисс Джи. Она преподает девочкам плавание. Девочки ее просто обожают. Она такая таинственная, окутанная каким-то флером утонченности, невероятно красивая, потрясающая рассказчица, которая увлекает девочек рассказами о разных странах, в которых они никогда не были, и они ее просто обожают. И вот этот мирок закрытой школы рушится, когда туда поступает новая девочка, Фиамма, которая сразу привлекает к себе внимание, потому что она поступает туда из-за каких-то таинственных причин. Все думают, что это связано с какой-то любовной связью. Она испанка. И она сразу привлекает к себе внимание мисс Джи, чем вызывает зависть девочек. Фиамма от них отличается, она утонченная, грациозная, у нее есть вкус, и тем самым она вызывает зависть у мисс Джи, и начинается их противостояние. Чем это закончится, к чему это в итоге приведет, вы увидите, когда посмотрите фильм. Но фильм я просто обожаю. Он невероятно красивый, невероятно атмосферный, прекрасная Ева Грин. В общем, в этом фильме все прекрасно. Обязательно его посмотрите. Вот такими получились книги, которые я выбрала. Чем же меня привлекает «Темная академия»? Мне нравится сама эстетика изучения чего-то нового. Литературы, философии, искусства, поэзии, древних языков, как студенты объединяются в группы и проходят жаркие дискуссии, обсуждения той или иной книги или той или иной темы. Именно этим меня привлекает «Темная академия». О своих впечатлениях об этих книгах я расскажу уже, наверное, в конце осени. Спасибо, что посмотрели это видео. Увидимся в следующих, и пока-пока.